Империя в своем становлении прошла долгий путь. Она покоряла сушу и море, вела кровопролитные войны и заключала хрупкие союзы, переживая упоение побед и смирение перед тяжестью утрат. Но новый вызов истории оказался сильнее прежних баталий. Развитие технологий и индустриализация перекроили само сознание людей. Время сжалось, а бескрайние когда-то расстояния стали лишь цифрами на картах. Однако новые возможности всегда таят новые испытания. И Россия, вступая в эпоху пара и металла, готовилась платить за свой прорыв высокую цену. В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Уроки географии». Масштабный проект, рассказывающий о том, как формировалась карта нашей необъятной страны. Через великие события, сражения и открытия мы прослеживаем путь нашей Родины сквозь века. Мы отправляемся в путешествие сквозь эпохи и расстояния, чтобы сделать 8 шагов по карте России. Но в середине XIX века стало понятно, что России необходимо догонять тот путь, который прошли некоторые передовые державы того времени, прежде всего Великобритания, Франция, другие страны. И самое главное отставание, оно заключалось, первое, в развитии сети железных дорог, а второе, в развитии фабрик. Топливом для всего этого являлся уголь, естественно, выплавка металла, поскольку и машины, и железные дороги требовали его в гигантских количествах, и, естественно, общая техническая оснащенность тех или иных стран. А вот так, чтобы целенаправленно заниматься поиском полезных ископаемых, развивать в первую очередь индустрию, вот к этому Россия, Российская империя перешла уже в середине XIX века. И, конечно, отправной точкой здесь стало поражение в Крымской войне, когда стала очевидна технологическая отсталость по сравнению с другими державами того времени, и стало понятно, что не только чугуном единым, а нужно развивать железные дороги, для этого нужно строить и паровозы, и поезда, и сложные машины, которые бы оснащали фабрики и заводы. Для этого нужны различные металлы, нужен прежде всего уголь, как топливо для всей этой гигантской индустрии. Предтечей Николаевской дороги замечательная была Царско-сельская. Да, тоже построена во времена царства Николая I. Вообще император действительно сделал для России очень много. Он как бы понимал роль технических инноваций, особенно таких в развитии страны, хорошо понимал. Но и Царско-сельская дорога, она, конечно, сейчас у нас такой, даже сейчас вызывает такое щемящее чувство, потому что на самом деле ее задача была такая социальная. Людей приучали к вот этой технической инновации. И даже слово «вокзал» в первичном значении, я даже зачитаю, что означало в словарях в того времени, в середине XIX века, это загородная постройка, предназначенная для проведения концертов, танцевальных вечеров и различных увеселительных мероприятий. То есть фактически речь идет о том, что наряду с технической и инженерной инновацией железная дорога отвечала за социокультурные инновации, что на самом деле очень происходило. Действительно, вокзал какой-нибудь глухой сельской местности, это явно был центр культуры. Да? Само по себе строительство Николаевской железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы, конечно, сопровождалось геологическими изысканиями. Ну, это стандартные строительные изыскания, которые сегодня происходят перед строительством любого объекта. Они включают в себя, на самом деле, много этапов, и изыскания геологические в том числе, и оценка воздействия на окружающую среду, и много чего еще. Ну, что тут нужно сказать? Во-первых, любая инновация техническая, она, конечно, имеет очень интересные культурные и социальные последствия. Но не случайно вот великий немецкий поэт Гёте отметил, ну, как известно, железнодорожный транспорт в Европе чуть раньше развивался, но он отметил такой феномен, который назвал «смерть пространства». Теперь, что касается действительно экономического значения, конечно, это очень важную роль сыграло. Но существует много и баек, и исторических фактов о том, что в одном месте купцы приплачивали, чтобы дорога прошла через этот город. В другом, наоборот, платили за противоположное. Вот благодаря этому Суздаль, возможно, уцелел как потрясающий исторический ландшафт XIX века, чтобы дорога прошла мимо Суздаля. Иначе действительно были бы другие последствия. Но это изыскания, которые не преследовали своей целью находить именно полезные ископаемые. То есть важно было оценить, например, устойчивость грунтов,
Не повлияет ли строительство тяжелой насыпи с рельсами, не приведет ли это, скажем, к просадкам каким-либо по пути, что деформирует железнодорожное полотно и так далее. То есть прежде всего изучалось вот это. Другое дело, что дальнейшее развитие сети железных дорог, прежде всего от Москвы в сторону Донбасса, где как раз в середине 19 века начинают появляться первые шахты, потому что становится очевиден спрос на уголь, вот это вот уже влечет за собой действительно стимул мощнейший для геологоразведки. Доходило до того, что геологические партии просто ехали в вагонах, и где они видели потенциал, вот в этих местах они сходили просто буквально вот с поезда и начинали геологоразведку. В этом смысле действительно самая первая геологоразведка, она шла буквально вдоль железных дорог. Итак, середина XIX века поставила Россию перед суровым выбором – оставаться в плену патриархального величия или догонять ушедшие вперед державы. Ответом на унижение Крымской войны стали не только реформы, но и железо. Тот самый металл, который должен был сковать новое тело страны. Уголь становился кровью новой индустрии, а фабричные трубы – пророками грядущих перемен. Но чтобы запустить эту гигантскую машину, империи нужны были не просто рельсы, а сама воля к движению, которую так остро ощутил император Николай I. Ну, наверное, самый такой яркий пример экономических таких последствий – так называемый Челябинский торговый перелом, когда дополнительные брались в сборы с сибирского зерна, и оно резко дорожало, когда поступало из Сибири, потому что очень много его там производил, из Сибири в европейскую часть России. Это вот, наверное, самый яркий такой. И он существовал в течение, практически до Первой мировой войны, в течение, по-моему, пару десятилетий. И резко ограничивая рост сельского хозяйства и развитие сельского хозяйства в Западной Сибири. Ну, конечно, естественно, у нас экономика традиционно мощная государственная была, и здесь тоже государство, оно совершенно, ну, никакой бы акционер не потянул строительство Транссибирской магистрали. Это же просто даже смешно говорить. Вот. Ну, Николаевская, наверное, попроще была дорога, но все равно. Поэтому, ну, что важно здесь? Наверное, здесь нужно говорить о том, что для России, для любой большой страны, для России большая страна, важна связанность пространства. И, конечно, железные дороги такую функцию выполняли замечательно наши службы с ямщиками, да, и другие, значит, пути. Но железная дорога резко усилила связанность. Ну, наверное, чуть забегая вперед, потому что можно говорить, что, безусловно, Транссиб – это дитя Николаевской дороги, потому что это начало, это уже как бы такой очень мощный аккорд. Уже потом дальше, когда эти территории были более разведаны, партии отходили в более отдаленные районы. И в этом смысле, конечно, да. Но есть и еще один момент, связанный с железными дорогами и со стимулированием геологоразведки. Дело в том, что железная дорога требует и огромного количества металла, который нужно выплавлять из руды, а эту руду, соответственно, нужно где-то добывать, раз. И угля как топлива для паровозов, два. И, естественно, чем больше железных дорог, тем больше угля требовалось. Только для одной дороги из Москвы в Санкт-Петербург требовалось около 20 тысяч тонн металла для того, чтобы в целом ее построить, и порядка 100 тысяч тонн угля в год для того, чтобы ее эксплуатировать. Естественно, в нужных объемах все это на момент строительства в Российской империи не добывалось и не производилось. Поэтому спрос стал, на самом деле, самым главным стимулом для геологоразведки. Железные дороги, словно стальные нити, сшивали огромные расстояния в единое полотно. Они диктовали новую логистику, будили геологию, требовали невиданных запасов руды и угля. Но за этими благами, столь ощутимыми для центра, неизменно следовала тень несправедливости. Маршруты прокладывались по воле экономической выгоды, и Великий Новгород, древняя твердыня русской государственности, оказался в стороне от магистрали, уступив место техническому расчету. История будто бы взяла реванш за медлительность, оставив древний город в тени нового века, сохранив его для потомков, но лишив столбовой дороги прогресса. Ну, тут вопрос не такой простой, потому что, на самом деле, путешественники западные, когда приезжали в Россию, они все равно двигались мимо того места, которое потом станет Петербургом. Через Финский залив, потом в Новгород и так далее. И так они двигались вплоть до середины
XIX века, ну, до как раз спуска вот этой самой железной дороги. Поэтому Петербург, Новгород, он всегда отмечался вот в этих травелогах западных достаточно активно. У меня мой учитель, профессор Веденин, написал очень хорошую статью на этот счет, как раз он указывает, как менялось восприятие страны вот, от 17 до 19 века, как реально появились ландшафты, то что они существовали, но их не замечали. А уже в 19 веке, когда в связи с развитием вероятной живописи, уже стали на это обращать внимание. Поэтому, конечно, в чем-то Новгород угас в тени мощной столицы, политического центра и экономического. Но все равно как-то сохранил свое значение как очень важный исторический центр, как первая столица Древней Руси. И потом там действительно, если уж посмотреть с позиции такой геологии, территории вокруг Новгорода очень обводнены, очень много болот, озер, рек. И, в общем, город до сих пор, как 1000 лет назад, во многом живет рыбой, которая в Ильмени вылавливается. И вы, когда приезжаете в Новгород в 21 веке, так, наверное, было и в 14-15, вы встречаете продавцов рыбы. И, а в таком плане, конечно, железную дорогу проводить в таких местах это дорого и достаточно, дорого, просто дорого. Технологии дарили человеку ощущение демиурга. Созидатель теперь видел себя хозяином земли, воды и недр. Однако парадокс индустриализации в том, что, пробуждая силы природы, она неизбежно пробуждала и силы социальные. В кузницах и шахтах, рядом с грохотом машин, рождался новый класс – пролетариат. Эти люди, еще вчера бывшие землепашцами, сегодня стояли у станков в чудовищной тесноте, но с небывалой сплоченностью. Нефть и уголь стали топливом для паровозов, но оказались и топливом для умов, в которых зрела жажда справедливости. Вопрос, который витал в воздухе начала XX века, был страшен. Станут ли эти недра лишь экономическим ресурсом, или же они зажгут пламя необратимых социальных бурь? Во-первых, надо понимать, что конец 19 века и начало 20-го – это безграничная вера человечества в технический прогресс. Казалось, что возможно все. И почему мы часто вспоминаем катастрофу «Титаника»? Не потому, что она сама по себе столь значительна. Безусловно, трагедия, погибло огромное количество людей, но она имела куда более серьезный психологический эффект, потому что вдруг люди увидели, что они по-прежнему беззащитны перед силами природы, когда совсем новый, самый современный лайнер оказался очень быстро уничтожен в результате столкновения с айсбергом. И, с одной стороны, конечно, вот это вот настроение общее, что технический прогресс поменяет жизнь всего человечества, принесет нам что-то лучшее. Вот какие-то такие, отчасти романтические надежды, они витали в воздухе, с одной стороны. Это было воздействие на общество. Дальше, конечно, стремительно формировался рабочий класс, пролетариат, то есть те, кто не работали уже в сельском хозяйстве, работали в индустрии, сейчас мы это называем вторичным сектором экономики. И это, конечно, рабочие, которые жили совсем другой жизнью. Как правило, естественно, они или выходцы из деревни в первом поколении, или уже потом, поскольку индустриализация все-таки была растянута во времени, они были сами детьми рабочих первого поколения. Так вот, они жили в очень тяжелых условиях, при этом они были достаточно сплоченными. Надо сказать, что различные революционные силы, самая известная из которых это, конечно же, партия большевиков, тоже не оставляли их без внимания, проводили регулярно агитацию, то есть подпитывали вот эти вот революционные настроения, в результате чего возникла такая хорошо организованная, очень сплоченная, можно сказать, пассионарная, заряженная энергетически, отрицательно прослойка людей. И, конечно же, именно рабочий класс сыграл ведущую роль в революции 1905 года. Смотрите, до строительства Транссиба у нас за Урал приезжало 3, 4, 5 тысяч человек. Еще в обход Африки плыли, это полмира проезжали. А как только вошел он в строй, стало приезжать 150-200 тысяч. То есть вообще на несколько порядков выше. И я не уверен, что Сибирь была так же освоена, как сейчас, если бы не строительство вот этой по-прежнему самой длинной магистрали в мире.
Нефть, уголь, отчасти железная руда, другие полезные ископаемые в прямом смысле стали топливом для революции. Потому что именно они заложили основу индустриализации России, значит, появление рабочего класса, который, надо признать, работал в очень тяжелых условиях, и некоторые основания для того, чтобы быть недовольными своей жизнью и бороться за улучшение прав, безусловно, были. Поэтому да, полезные ископаемые стали топливом революции. Путь империи не был завершен. Трагичные события революции смели старый мир. Но на его руинах родилась новая, амбициозная страна – Советский Союз. Она была готова бросить вызов всему, что прежде казалось невозможным. От стихийной разведки вдоль железных путей геологи перешли к системной науке. Квадратный километр за квадратным километром, аэрофотосъемка и радиометрия. Теперь недра изучали методично и жестко. Престиж геолога стал почти легендарным, ведь именно от его лопаты и микроскопа зависела не только экономика, но и валюта державы. До сих пор многие подходы советской науки, эта системность, этот почти религиозный культ поиска определяют нашу картину мира. Геологи, безусловно, были одной из героических профессий в времена Советского Союза. Связано это было и с тем, что стране требовалась буквально валютная выручка. И, конечно, золото, алмазы, другие полезные ископаемые, которые можно было в том числе не только использовать для внутренних нужд, но и продавать за рубеж. Конечно, это все влияло на стимулирование государством и развитие соответствующих профессий, и геологии как науки, и особенно геологоразведки. И надо сказать, что, конечно, Советский Союз достиг выдающихся вершин в деле совершенствования методов поиска полезных ископаемых. И самое главное, что изменилось по сравнению со временами Российской империи, это то, что произошел переход к системности. А именно к тому, что вот от стихийной геологоразведки, или вот там, где мы проложили железную дорогу, там вот мы выходим из поезда и начинаем что-то вдоль путей обследовать, произошел переход к системной геологоразведке, к тому, что мы методично, определенными методами обследуем квадратный километр за квадратным километром, мы ищем определенные признаки наличия полезных ископаемых, и уже исходя из их наличия мы начинаем как-то пристальнее исследовать ту или иную территорию. То есть появилась наука, с одной стороны, с другой стороны, конечно, очень сильно развились различные приборы, появилась аэрофотосъемка, появились различные радиометрические методы, очень сильно развились методы сейсморазведки и так далее. И, конечно, в советские времена произошел гигантский скачок геологоразведки именно за счет того, что возникла системность, очень сильно усовершенствовалась техническая база, ну и, конечно, престиж профессии тоже сыграл свою роль. Новое государство стремилось к новым технологическим высотам. Амбиции находили отражение во всем, от монументальной архитектуры до поэзии. Очевидно, что сдержать этот посыл не удастся даже в рамках планеты. Сознание русского человека, воспитанное на бескрайних просторах, не воспринимает границ, а его взгляд, прошедший через угар революции и холод окопов, уже устремлен в небо. Но это тема следующей серии.